Добрый день, друзья! Сегодня буду рассказывать об орхидее Arx Ray. Постоянные зрители моего канала прекрасно знают, что о ней я рассказываю уже 3,5 года. Последний раз показывала вам ее месяцев 5 назад. Делала пересадку из керамзита в кору, надеясь, что это поможет ей расти, цвести, но не тут-то было. Орхидея Arx Ray очень капризна. Даже специально купила еще 2 орхидеи Arx Ray, с ними не получилось ничего. Вот единственная, которая живет, выживает и вообще хоть как-то растет, это та, которую я купила 3,5 года назад. Видимо, ничего не поменялось у садовников, и эти орхидеи совсем слабые. Мне все равно хочется довести ее до взрослого состояния, и очень хочется, чтобы она зацвела. Но пока это очень все сложно. Наверное, моему терпению нет предела, но все-таки мне очень хочется, чтобы она у меня жила и росла и была в моей коллекции. И 5 месяцев назад при пересадке я вам говорила о том, что эта орхидея находится на экспериментальном стеллаже, где полив орхидей осуществляется препаратом, витаминами, удобрением аминосил. И что же я заметила за эти 5 месяцев? Пересадка пересадкой, могу сказать, что ничего особенного от пересадки орхидеи в кору я не заметила. А вот полив аминосилом дал свои результаты. Ну что же я хочу вам сегодня показать? Показать, какие орхидея начала растить корни. Сажала я ее с одним маленьким новым корешком. Вы можете посмотреть в плейлисте о реанимации Arx Ray все видео, в которых была показана эта орхидея от покупки до последней пересадки. И когда я ее достала из керамзита, там было достаточно приличное количество корней. Но всего один маленький корешок, в общем, месяцев 5 назад, май, наверное, я только начала использовать аминосил, и орхидея дала достаточно толстый молодой корень. Так вот, что происходит дальше? Вот один корень, и он уходит глубоко в горшок. Вот смотрите, какой чудесный корень растет. Вот он. Здесь закрывает его маленький кусочек коры, но он растущий, крупный, толстый. Вот еще есть корни. Вот смотрите, еще один корень растет. Вот он, вот его окончание. И тоже растущий корень. Вот в горшочке есть корень. Уходят в кору хорошие корни. Кора, вот видите, она сверху сухая, совсем не влагоемкая. И мне хочется вам сегодня показать, как я поливаю эту орхидею. Нет волшебных препаратов. И аминосил это тоже не панацея, и сказать, что вот прямо все идеально и всегда, нет. Но он действительно способствует росту корней. Вот пример. Я 3 года борюсь, чтобы она активно растила корни. Вот посмотрите, какие корни после применения именно этого препарата. И цветению орхидей тоже способствует это удобрение. Я вам обязательно после Нового года покажу тот стеллаж, где орхидеи у меня и растут, и цветут. И одна часть орхидей, я не жду там от них цветения, но я жду от них роста. Ну, чтобы не выставлять вам 15 орхидей. Самое проблемное, это, конечно, орхидея Arx Ray. Применение и полив аминосилом очень прост.
Вот сейчас производитель исправил описание на коробке, как написано на упаковке. 5 мл концентрированного аминосила на 2 литра воды. Но у меня здесь 1 литр, поэтому я буду разводить 2,5 миллилитра. У меня есть такой мерный стаканчик. Здесь написано 2,5 миллилитра. Это совсем немного. Это очень мало, но работает. Размешиваем. Раствор готов к применению. Поливаю я замачиванием. Кора сухая, кора не влагоемкая. За 5 месяцев она не стала влагоемкой. Вот могу вам даже сверху сломать кусочек коры. Она сухая, она не вбирает в себя влагу. Поэтому я и поливаю замачиванием. Горшки у меня все двойные, и я наливаю в горшок раствор. Вот еще какой нюанс, когда я наливаю раствор, а вот эти корни находятся сверху, я стараюсь налить и на этот корень. На все корни, которые находятся вверху горшка. Видите, как веломен пропускает сразу влагу. На сантиметр ниже уровня грунта. Если у вашей орхидеи все корни воздушные находятся вверху горшка и не попадают в раствор, вы можете еще и опрыскать корни орхидеи в момент полива. А не подходить каждый день опрыскивать, иначе вся влага будет попадать в горшок, и там будет все время очень-очень влажно, что внутренним корням не очень хорошо. То есть корни-то все равно в любом случае должны просыхать. Поэтому не нужно каждый день добавлять влагу в горшок, а опрыскивать верхние корни только в момент полива. И вот в таком положении я оставляю горшок на 20 минут. Потом весь раствор сливаю. И оставляю орхидею для того, чтобы у нее просохли корни. Мне очень нравится, как растут корни после применения аминосила. Но орхидея очень капризная. Листик за это время она не вырастила. Вот, казалось бы, прошло 3,5 года. Орхидея должна начать активно расти, но не получается у нее. Видимо, вот как маленьких детей выращивают, она должна перебороть все свои детские болезни. Вот мы же прекрасно знаем, когда наши дети или внуки идут в детский садик, они все дружно вместе болеют всеми детскими заболеваниями. Вот, может быть, и у орхидеи происходит то же самое. То есть она должна себя перенастроить совершенно на другую жизнь. Как всегда, садовники применяют массу гормональных средств. И так как эта орхидея вот такая и нежная, и капризная, и нестабильная, может быть, ей тоже нужно пережить вот эти все детские болезни и перенастроить себя совершенно на другую жизнь. Вот пробую. Пока получается. Я очень рада, что с этой орхидеей все получилось. С теми, которые я купила в прошлом году, ничего не вышло. Два вот этих красивых Арксрея. Один был полосатый, другой пятнистый. Ничего не вышло. А третья орхидея, которые говорили, что да, это производная от Арксрея, такая кожаная, черная, растет, прекрасно себя чувствует. И как-нибудь покажу ее пересадку. Она выпускает корни, она растит листья,
Но мне кажется, что она все-таки к Арксреям мало имеет отношения. Ну что, будем дальше наблюдать за этой орхидеей. Не забудьте, что через 20 минут я вылью весь этот раствор, поставлю орхидею на ее место, где она живет у меня на стеллаже. И, конечно, историю этой орхидеи я буду продолжать рассказывать. Мне самой интересно, зацветет она хоть когда-нибудь или нет. Но очень бы хотелось увидеть ее цветение. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Обращаю ваше внимание, что сегодня очень тихо. Даже Юлечка пришел и тихонечко лежал. Ну, Вспышки на солнце закончились, да. поэтому мы себя очень спокойно и тихо ведем. И вот еще один слушатель тихонечко лежал. Пока-пока.